Взрыв произошел неожиданно. Такого здесь никогда не случалось. Поэтому первые, самые драгоценные минуты, когда можно было еще хоть что-то сделать, были потеряны. Со всех этажей стали сбегаться люди, а те, кто оказался рядом, остолбенело смотрели, как по коридору мечется девушка. Ее шелковое платье вспыхнуло мгновенно. Сама она, напоминая горящий факел, объятая пламенем, нечеловечески кричала и бежала, отчего огонь разгорался еще больше. Когда наконец отошли от шока, кто-то, сорвав с себя пиджак, бросил его на пламя. Так же стали делать и остальные, но слишком поздно. Телевидение вошло в быт народа. Москву хотят видеть все. И в столице возводится величайшая башня для передающих телевизионных антенн. К 50-летию советской власти вступит в строй мощный комплекс студий и аппаратных для вещания по 5 программам. Программа из Москвы, праздничные голубые огоньки действительно мечтали увидеть все. Поэтому к юбилею было приурочено не только такое грандиозное событие, как ввод в строй Останкинской башни, но и нечто эпохальное. Партия пообещала, что в день празднования годовщины Великого Октября будет запущена система «Орбита», благодаря которой телевизионные программы из Москвы увидят даже в самых отдаленных уголках Советского Союза. Игорь, я вам должна признаться, мы из вашего ресторана будем вести новогодний огонек. И меня вот сейчас послали разузнать, как у вас тут дела, и все посмотреть. Диктор Анна Шилова и не подозревала, что творит историю, потому что это был единственный новогодний огонек, съемки которого начались летом. И первый, который должна была увидеть вся страна через систему «Орбита». Ее еще только вводили в строй, а съемочной площадкой должна была стать Останкинская башня, которую летом еще только строили. Новый год уже наверняка, да? Конечно. Знаменитый клоун Олег Попов теперь мог легко поражать воображение зрителей трюком покорения Останкинской башни. Ведь это был первый новогодний огонек, который должен был выйти в эфир в записи. До тех пор из студии на Шаболовке актеры выступали вживую. А сейчас, пожалуйста. Привет, сотни тысяч вас, телебашня и та новосел у нас. Я надеюсь, она всем высотный мой привет через телеэкран передаст, через телеэкран передаст без помех, без помех. Новый год за полгода до новогодних праздников. По канату над Москвой. Цирк, да и только. А те, кто должны были обеспечить возможность эфира на всю страну, начали готовить свой подарок гораздо раньше. В 1957 году в Советском Союзе запустили первый искусственный спутник Земли. Событие эпохальное в истории человечества. Однако это был всего лишь символ большого прорыва. Никакой другой функции он не выполнял. Но все же наступила новая эра. И следующий спутник должен был уже не символизировать ее, а быть ею. В основе системы «Орбита» предполагался спутник связи. Его-то и требовалось создать первым делом. Идея принадлежала Сергею Королеву. Он прекрасно знал, что в этом же направлении работают американцы, извечные наши соперники в деле освоения космоса. Королев готовил ракету к полетам на Луну и сделал вывод, что именно она может вывести на орбиту мощный спутник связи. Американцы уже запустили свой, очень несовершенный, легкий, маломощный, он крутился вокруг своей оси. Поэтому первостепенной задачей Королев счел жесткую ориентацию спутника на Солнце и Землю. Он хотел систему ориентации заказать
у двух фирм. Одной фирмой руководил Пилюгин, второй фирмой руководил Кузнецов. Это фирмы, которые делали ориентацию для ракет. Королёв сразу сказал им: мы должны делать такую ориентацию, которая бы давала возможность антенне ретранслятора только освещать Землю, и солнечным батареям все время находиться своей плоскостью перпендикулярно солнечным лучам. И они отказались. Согласился решать этот сложнейший вопрос человек, который, по его же словам, никогда не занимался темой, если над ней работает больше 10 ученых в мире – Борис Раушенбах. Он был знаком с Королёвым еще до лагеря, куда был отправлен, как и многие другие советские немцы. Он принимал активное участие в подготовке первого полета человека в космос. Разработанные им системы ориентации космических аппаратов позволили сделать первые фотографии обратной стороны Луны. Он сам на свои деньги отправил ребят на улицу Горького в магазин «Пионер», в котором был отдел радиолюбительский, накупил всяких деталей, и из этих деталей собрал первую систему ориентации, уникальную систему ориентации. И Сергей Павлович сам гордился этой системой. Гордился Королёв и автоматизированной системой обработки информации о полете космического аппарата. Как было раньше, после запуска все данные о местонахождении и показания приборов поступали на бумажные ленты. Несколько институтов и вычислительных центров по 2 месяца обрабатывали их вручную. И вот группа молодых инженеров во внеурочное время разработала систему автоматизации этого процесса. За несколько минут можно принять решение и выдать команду. Нам не верили довольно долго. А вот когда зонд первый стал замерзать, когда, значит, межпланетная станция первая знаменитая, понимаете, ушла на 100 миллионов километров, и она стала умирать. Закрутилась, потеряла ориентацию, не понимали, что происходит с ней. У группы Болотова к тому времени все уже было отработано. Получив информацию, машина выбирала команду и автоматически выдавала в каналы связи. Оставалось только убедить, что есть возможность прямо во время сеанса, а было 3 часа ночи, выдать команду и попытаться спасти. Не поверили, вызвали Королёва. Приехал Сергей Павлович Королёв, привез всех своих заместителей, и рискнули нам поверить. И разрешили нам выдать команды прямо на борт аппарата. И в эту ночь мы выдали команды и получили подтверждение, что команды прошли, она стала успокаиваться, станция. Цель была достигнута, станция была спасена. Итак, имелась отличная база, но сердце спутника – хороший ретранслятор. Это прекрасно понимал Сергей Павлович Королёв. И вот в коридорах Института радиосвязи, тогда почтового ящика, встретились радиоинженер Иван Богачев и представители КБ Королёва Вячеслав Дудников и Клавдия Соловьева. В первый же день за столом они придумали будущий спутник – «Молния». Такое название предложил Богачев. Королёву понравилось. С этого момента стремительно стало воплощаться в жизнь то, что еще вчера казалось сказкой. Был такой профессор Катаев Семен Сидорович, которого в то время величали отцом российского телевидения, когда была эта тенденция. Он действительно внес существенный вклад. Он делал доклад об использовании спутников для передач телевидения. Он занимался телевидением. Вот в 1955 году он делал такой доклад на большом пленарном заседании, в большом зале Дома Красной Армии. Весь зал смеялся над этим докладом. Вот и я, к сожалению, был в их числе, но, во всяком случае, так посмеивались, что вот, мол, старый профессор несет какую-то чепуху. А через несколько лет советские ученые рассчитали уникальную орбиту, параметры которой позволяли обеспечить беспрерывную связь. С высоты 40 тысяч километров спутник, получив сигнал с одной точки Земли, мог передавать его в другую. Зоной покрытия была вся территория Советского Союза. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.
Ракета, созданная Королевым для лунной программы, была способна доставить на орбиту многотонный спутник. У американцев такой ракеты не было, поэтому их спутник связи весил несколько десятков килограммов. Получив на «Молнию-1» неограниченное финансирование, группа Богачева поставила перед собой задачу создать самый мощный ретранслятор. Для этого требовалась ЛБВ – лампа бегущей волны, способная во много раз усиливать принятый с Земли сигнал. Сама задача, она была прорывная. Просто-напросто прорывная задача была. Просто сделать такой прибор на той технологии, которой мы владели. Мы в то время не владели той технологией, которой владеем мы сейчас, которой владели наши потенциальные противники. В Саратове Дмитрий Милютин со своим коллективом все-таки взялся разрабатывать мощную лампу бегущей волны. Конечно, технологиями, которыми владели американцы или французы, там не обладали, но имелось немало своих преимуществ, среди которых самое существенное – люди. Молодые физики. Им посчастливилось начинать свою жизнь в науке в тот исторический момент, когда открылась дорога в космос. Одной из них была Нелли Коваленко. Уже тогда она и все, кто работал над «Молнией», понимали, что делают не просто детали для спутника связи, которые позволят передавать телевидение из Москвы. Они точно знали, что открывают эру информации. И реалии сегодняшнего дня, мобильные телефоны и интернет были для них не такой уж далекой перспективой. Мало кому в жизни выпадает возможность открывать что-то совершенно новое. Им повезло. Мы очень хотели работать. Вот учились в университете, и вот было такое желание скорее работать. Работа для нас была все. Как можно больше работать, работать и работать. А когда отменили субботы, то мы даже плакали, что в субботу не надо идти на работу. Мама Сергеевна еще говорила: ой, ну как я не люблю отпуск. Потом приходишь, уже целый месяц прошел, уже что-то произошло новое на работе, а ты ничего не знаешь. Не любила отдыхать. Им удалось сделать лампу бегущей волны в 40 ватт. Мощность американской на тот момент составляла всего 1-2 ватта. 40 – рекорд, благодаря которому сигнал спутника мог охватить всю территорию страны. И таких рекордов хватало в каждом из сотни коллективов, работавших на «Молнию». Ретранслятор собирали в Москве, а в Подлипках у Королева проверяли состыковку с приборами спутника. В 2 часа, когда мы кончали работу ночи, например, уже деваться некуда. Ночью мы залезали в стол, было у нас такие 2 стола спальных. Вот стол, в столе полка, залез туда, чтобы не мешать другим. Ноги выпрямить не хватало места. Ну ничего, все равно спали. Ну уж молодые были. О чем тут можно было говорить? Все было очень замечательно. Вот. Поэтому такие мелочи, как поспать где-то в столе или вообще не поспать, это было не проблема. Главное для нас, чтобы комплект сдать вовремя. Вот это да. Очень хотелось проверить ретранслятор в действии. Но до запуска ракеты, с точки зрения молодых и нетерпеливых, была вечность. Нашли выход, установили его на самолете. Самолет взлетел, и с высоты 3 километров на земле получили первый хороший сигнал. Правда, начальству не доложили. А уже на Байконуре залегли смотреть запуск ракеты с «Молнией» на борту в непозволительной близости от старта. За это можно было получить под 1 число, но зрелище стоило риска. Такое запоминается на всю жизнь. Но первый старт был неудачным. На глазах у всех ракета, изменив траекторию, ушла за бугор. И, пожалуй, самым большим переживанием у меня вот в уходящем году была весна, проведенная во Вьетнаме, когда я имел возможность глазами своими увидеть мужество и героизм вьетнамского народа, который отстаивает независимость свою и свободу. Было бы неправдой сказать, что в работе над «Молнией» все шло гладко. При первых же проверках спутника на герметичность отказались работать лампы бегущей волны.
Началась паника. Видимых причин нет, а лампы отказываются работать. Наконец кто-то догадался, во всем виноват гелий, с помощью которого и проверяли герметичность. Его вездесущие молекулы проникли под стекло ЛБВ и наделали в вакууме такого шуму, что лампы отказались работать. Гелий быстро заменили на азот. И, к счастью, на ход работ это не повлияло. Тогда важно было не просто закончить работу к сроку, а сделать ее раньше срока. Таково было требование партии. Там часто принимали решения. Записано, допустим, по расчетам 2 года. Там принимают решение сократить на год. Хочешь, не хочешь, принято решение. И вот у меня был интересный разговор. Вышло постановление, вернее, подготовлено было, и Капланов, такой Мурат Рашидович, был. Он говорит: а чего ты волнуешься? Пиши, раз сказано, пиши. Если пройдет этот срок, не сделают, поругают. А потом сделаешь, похвалят. Мурат Рашидович Капланов, на фотографии он в центре, был главным конструктором всей системы спутниковой связи «Молния-1». Славился он тем, что в любой ситуации мог найти компромиссное решение. Он вызывает нас. Мы берем тарный ящик, в который укладывается ретранслятор, набиваем его всяким хламом, железами, трансформаторами, отходами сырья, столько, чтобы он весил столько, сколько весит ретранслятор. Ставим пломбы, как полагается, и этот ящик, который весит столько же, размеры такие же, отправляем специальным самолетом, потому что время не позволяло по-другому, специальным самолетом в Красноярск. Все, Красноярск поручает этот груз, пломбы нормально, документ нормально, все. Докладывает МНИРС, или почтовый ящик, это тогда мы были 241, поставил. Все, мы спокойно дорабатываем тот комплект, который мы еще не сделали. Проходит пару месяцев, мы завершаем доработку этого комплекта нужного и отправляем в Красноярск. В Красноярске делают большие глаза. Как? МНИРС еще поставил комплект. Открывают первый ящик и видят уже там хлам всякий. Открывает второй ящик, все нормально. Вот. Тогда Решетнев Михаил Федорович, академик, разработчик космических аппаратов, тоже человек с юмором, вызывает всех своих исполнителей, показывая этот ящик, набитый хламом, и говорит: учитесь, как надо работать. Второй старт ракеты со спутником «Молния» прошел на подъеме. Сначала по громкой связи сообщили, что отделилась первая ступень, а через 2 часа 4-я ступень ракеты. На радостях выпили спирта. Оставалось ждать выхода спутника на орбиту и последовательного включения всех систем. И вдруг на ухо Богачеву сообщили, что не раскрылись антенны. Их механизм работал по принципу зонтика, но замерзла смазка. Тут же позвонил Королев. Узнав ситуацию, он бросил трубку. Антенны делали в его КБ. Потом выяснили, что механизм сработал на 1/3, так что небольшой сигнал все-таки прошел. Каждый запуск советских ракет привлекал пристальное внимание Запада. Доходило до курьеза.
Так молодые радиоинженеры по собственной инициативе поместили на борту беспилотного корабля приемник, настроенный на радиостанцию «Коминтерн». Как раз передавали детский радиоспектакль. Зарубежные газеты тут же сообщили, что в Советском Союзе запустили ракету с космонавтами, которым было на борту плохо. Они кричали и вели себя странно. Экспериментаторы веселились от души. Но вскоре всем стало не до шуток. Произошло событие, которое могло надолго остановить работу над спутником. Время где-то было минут 20 первого или полчаса первого. Вот у меня вот такое беспокойство вот было, вот на душе вот тревога. И говорю мужу, давай поедем пораньше на работу. Он говорит, да ты что, с ума сошла? Так рано ехать-то? Я говорю, нет, я не могу, я поеду. Ну и приезжаю в проходной, меня уже не пускают. И тут уже выходят там знакомые и говорят, то, что у вас там такое случилось. О том, что с Нелли Коваленко произошло несчастье, Дмитрий Милютин сообщил Богачеву по телефону, и тот срочно отправился в Саратов. Из-за нелетной погоды сели в Пензе, а дальше на автомобиле. Ночь, пустынное шоссе, и вдруг на дорогу вышла волчица. Взглядом она заставила людей остановиться и долго стояла, не шелохнувшись, словно пыталась рассказать им то, что она знала, но не знали они. В эти минуты умирала Нелли. Взорвался изооктан. Столб огня ударил в потолок, а потом весь обрушился на нее. Нелли знала, что рядом емкости с бензином. Достаточно искры и разнесет все. Когда-то во время войны ее отец до конца вел огонь из горящего танка, прикрывая пехоту, а сейчас дочь уводила огонь от людей. С сильными ожогами Нелли доставили в больницу. Десятки людей готовы были отдать ей свою кровь и кожу. О том, что я буквально ее схватил, так вот уже такой, знаешь, тащил, обнимал, целовал и плакал, это да. Ну что от этого? Ей, к сожалению, лучше не стало. Он влюблен был в Нелли. Мы оба ее, я думаю, так можно сказать, любили, обожали. На последнем уроке по алгебре от мальчишки, сидящего близко, вдруг приходит, скрываясь под партами, сероглазой девчонке записка. Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в 7, пусть и дождь, и темно. Это новое совсем хорошее кино. Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. У меня даже дочка была, наверное, она ушла тоже, к сожалению. В честь Нелли назвали? Да. У меня домашние все знают. В Саратове была создана комиссия по расследованию причин трагедии. Пока выясняли все обстоятельства случившегося, никто не входил в лабораторию. Целую неделю работа стояла. А потом все продолжилось, потому что джина уже выпустили из бутылки. Уже строились наземные станции «Орбита», и народ с подачи журналистов с нетерпеливым любопытством рассматривал необычные сооружения. «Катись, катись, яблочко по серебряному блюдечку, покажи мне леса и горы». Так образно сравнивали спутники антенну наземной станции журналисты и вели среди населения просветительскую работу, поясняя, что назначение орбиты – принимать сигнал со спутника связи и передавать на местный телецентр.
и никто в силу секретности вопроса не писал о блистательных технических решениях наших ученых. Оказалось, что у нас просто не хватает энергетических ресурсов для передачи, вот, например, звука, сопровождающего картинку в обычном, так как обычно это делается, как сейчас это делается. Нам пришлось впервые, между прочим, в мировой практике передавать звук в цифровой форме. Уже тогда, на этапе «Молнии», мы вот у нас в институте группа людей экстренно разработали цифровую систему передачи, в результате чего это звуковое сопровождение встраивалось прямо в видеосигнал и не занимало дополнительной полосы частот, не требовало дополнительной мощности. Это было время, когда мы делали все в основном с чистого листа. Вот я сам, сидя там на нашем лаборатории на полигоне в Балашихе, выбирал параметры сигнала. То есть никакого прототипа, сложившегося в мировой практике, какой выбрать полосу частот, какие выбрать мощности, какие выбрать антенны, ничего этого практически не было. В то время американцы строили для своих систем огромные антенны диаметром 32 метра. Наши уменьшили диаметр антенн до 12 метров. Изящное сооружение стало символом новой эпохи, что было вовремя отмечено журналистами. Глядя на чашу антенны, писали газеты, вы чувствуете, как бешено мчится вперед экспресс эпохи. На самом деле, вполне обычный товарный поезд отправлялся с завода-изготовителя. 7 вагонов занимала одна 60-тонная антенна, каждая деталь которой упаковывалась под бдительным руководством конструкторов. Когда монтировали это дело, да еще у черта на рогах по всей стране, нужно было, чтобы там все сошлось еще не только на заводе, но и на объектах, и чтобы чувствительность была нормальная. И больше того, я скажу, что мы получили чувствительность, которую от нас ни радио не ожидало, оно не верило, что такая чувствительность получена. Они даже, так сказать, из ревности настаивали на том, чтобы в технических условиях были цифры записаны более скромные. Вот такие вот вещи. Тем временем заканчивалась подготовка к 3-му запуску ракеты со спутником «Молния». На Байконур выехал Богачев. И вдруг в Саратов приходит правительственная телеграмма изготовителем ЛБВ, тогда уже названной «Шипко». Текст ее правильно понял лишь Милютин. Он знал, что прислал ее Богачев. Знал, что альпинист, покоривший все семитысячники страны, способен на многое, но в такое не верил. Богачев решил вложить в спутник фотографию Нелли Коваленко и просил Милютина привезти ее на Байконур. А пока он судорожно искал повод, чтобы придраться к собственной работе и разобрать спутник. К его ужасу все было в порядке. Вот только незначительное падение усиления. И когда увидел это маленькое падение усиления в одном из блоков, в одном приемнике одного из комплектов ретранслятора, у меня сразу вспыхнуло все. Вот как молния проскочила идея. Ну, мгновенно вот радость внутренняя, честное слово, такая радость. Все, я уже от этого не отступлю. Я это падение усиления превращу в такое, что хоть расстреляют меня, но заставлю разбирать спутник. Богачев сделал то, что не делал ни один конструктор в мире. Он своей рукой записал от своего имени себе самому замечание в журнал, по которому должна была принимать спутник госкомиссия. Первой увидела запись Клавдия Соловьева, с которой начинали работу над «Молнией». Клава была свой человек. Она представляла на Байконуре КБ Королева и прекрасно знала, что подобных случаев, чтобы разбирали на старте спутник, не было. Она знала, чем это может закончиться для Богачева. И она мне таким тревожным голосом говорит: ты что, с ума сошел? Тебя разорвут на части. И не только на части, вообще разорвут пропуск из полигона и отправят по шпалам. Было такое выражение на полигоне. Сергей Павлович, когда речь шла о том, чтобы какого-нибудь генерала нерадивого отправить с полигона, он брал у него пропуск, удостоверение даже у генерала было, рвал на части, бросал и говорил: в Москву по шпалам. Это было самое высшее наказание для генерала, который прибыл на Байконур. Я говорю Клаве: пускай отправляет по шпалам, я пойду потихонечку до Москвы. Председатель Государственной комиссии генерал Керимов сначала решил, что это шутка. Глупая, неуместная, но шутка. Потому что в здравом уме человек такого не сделает. А Богачев был в здравом уме. Генерал Керим Алиевич Керимов это знал точно.
Это что такое? Показывает на мою подпись. Я говорю: Керим Ильич. И начинаю ему рассказывать. Он, не дав договорить, это все чушь. Я уже проанализировал, разговаривал с телеметристами, у тебя все в норме. Подписывай пуск. Я опять начинаю ему говорить то, все, 5-е, 10-е. Он, не дослушав, он говорит: подписывай. Уже порезче. Я опять ему начинаю говорить то же самое, Далтонию, как заводной. Вот честное слово, вот напал на меня такой, ну, что-то невероятное упрямство. И именно долдонство. Слово в слово повторяю ему: Керим Алиевич, Керим Алиевич, Керим Алиевич. Приемник, падает усиление. Сгорит при первом же пуске, и начнут нас с вами терзать еще больше, особенно меня. Вот так раз 5. Последний раз он уже матерными словами, несмотря на то, что Клава сидит. Ну, Клава уже привыкла, там часто так происходит. Тебя снимут с главных инструкторов. Я сейчас же звоню твоему министру, чтобы он сам приезжал сюда. И будем тебя здесь снимать, назначать нового, и тебя отправим в Москву. Пусть там разбираются, твой директор, а директор пришлет нового главного, он подпишет. Я говорю: ну что делать, я не могу. Керимов даже в мыслях не мог допустить, что будут разбирать спутник. И создал комиссию по разбору чрезвычайного происшествия. Из Москвы прилетел заместитель министра связи Немцов и тоже стал уговаривать, но Богачев стоял насмерть. Тогда махнул рукой. Черт с ней, потерпим. Я тоже подожду, пока комплекс не проведете, не поеду. Буду здесь ожидать пуск. Можно только представить, с каким чувством наблюдали два конструктора, Богачев и Милютин, как огромная ракета стартует с космодрома, унося в необъятный космос фотографию Нелли Коваленко. С высоты 40 тысяч километров спутник «Молния-1» стал принимать и передавать телевидение из Москвы, и не только. На орлиную высоту в Тяньшань туркменские связисты дотянули цепочку ретрансляторов. Москву, Ленинград, Киев увидели жители высокогорной юрты. Журналисты наперебой предвкушали грядущий праздник. 60 тысяч якутян будут присутствовать на демонстрации в Москве. И что самое удивительное, для этого не надо будет ехать в Москву. Чтобы совершилось чудо, потребуется всего лишь включить телевизор в собственной квартире. Здравствуйте, дорогие товарищи! Поздравляем вас с открытием космического телевизионного моста Владивосток-Космос-Москва. Начинаем нашу первую пробную телевизионную передачу с берегов Тихого океана через спутник связи «Молния-1». Все получилось так, как и было обещано. В канун 50-летия октября дикторы местных телестудий с волнением объявляли Москву. Все вместила столица Родины. Радость миллионов, которые обрели судьбу в советской демократии. Радость людей, говорящих на разных языках и делающих одно дело. Там московского телевидения вообще не видели никогда.
А тут вдруг на 7 ноября они смотрят парад, демонстрацию прямо из Москвы в то же время. Там просто были народные демонстрации в этом деле. Там просто время при этом было, там уже ночь или вечер, там, поскольку время сдвинуто сильно, но тем не менее просто толпы людей выходили на улицы от восторга, поскольку должен сказать, что, в общем, я думаю, что система в этом смысле сыграла существенную роль в сохранении единства страны на какое-то время, конечно, потому что все люди вот на всех этих окраинах почувствовали себя, так сказать, частью единого процесса. И вот то влияние телевидения, которое имеет место сегодня, оно укреплялось вот именно этим. Теперь уж если праздник, то ликовала и праздновала вся страна. Посмотреть концерт из Москвы после работы у телевизора собиралась вся семья. А у тех, кто строил орбиту, работа не закончилась. Сначала пустили в строй 20 станций, а через несколько лет 200. Мы никогда не вели одну только работу. Мы вели целый фронт. Поэтому одна кончилась, другая началась. Нам некогда было ликовать. Ну, хоть чуть-чуть поликовать хочется. Ну, конечно, как же. Ликнем и дальше. 1967 год действительно стал годом великих свершений. В Москве строился самый большой в Европе цирк. К 7 ноября вступили в строй телецентр и Останкинская башня, которая на десятилетия стала самой высокой телебашней мира. Тогда, под Новый год, башню впервые осветили лучами прожекторов, и от торжественной красоты гордостью наполнились сердца. Наша самая высокая. Так и назывался тот знаменитый новогодний огонек. Чего сделать не смог бы любой чародей. Сделали руки, добрые руки, обычные руки людей. Пусть елка сверкает днями, такая, что всюду видна. Ее мы украсили сами, вся наша большая страна. Спутник «Молния», который был первым на орбите, они называют между собой именем Нелли. И говорят, а уж они-то это знают точно, что еще несколько столетий она будет сопровождать Землю. А по ночам находят на звездном небе точку, в которой этот спутник можно отыскать. Тысячелетиями человек обращает свой взор к небу. Но в отличие от всех, эти двое точно знают, чьи глаза смотрят на них из глубин необъятного космоса. Теперь это знаете и вы.